Здравствуйте, мои уважаемые зрители. С вами Ольга Демчук, исследователь внутреннего мира личности. А вы случайно не видели, где мой телефон? Где-то тут я его положила. Могу найти. Боже, я его потеряла. Где я его последний раз видела? Какой ужас. Где же он? Вот мой телефон. Я его нашла. Сегодня речь пойдет о телефоне. Я думаю, каждый из вас испытывал этот панический ужас, когда он не мог найти свой телефон. В сумочке, в рюкзаке или где-то дома. Что для вас значит ваш телефон? Давайте вы попробуйте ответить хотя бы из 10 пунктов на этот вопрос, для того, чтобы вы сами осмыслили эту тему, а потом включите опять этот ролик для того, чтобы мы уже вместе это исследовали. Пусть основой станут именно ваши мысли и ваши чувства по поводу телефона. Тема с телефоном поднялась на одной из группы «Сталкер». Валерия из Харькова, она предложила ее обсудить, и мы группой ее обсуждали. И я подумала, что это будет интересно и для других людей. Наш телефон, он как пустышка для младенца, когда ребенок теряет пустышку, которая его успокаивает, он ее сосет. И мы точно так же, теряя телефон, ощущаем эту пустоту внутри, как будто нам не хватает чего-то жизненно важного. И я бы хотела, чтобы в эту тему, как и в многие другие, мы с вами вошли без осуждения. Мы не будем предавать анафеме телефон, мы не будем говорить о том, что это очень плохо, это не надо делать. Вы уже знаете, что то, что осуждаемо, то сразу нами забывается, отторгается, и мы все-таки пробуем мыслить без осуждения. Итак, жизненная зависимость от телефона. Во-первых, телефон, к нему отношение как к объекту, как будто он не пластик, не пластмасса, не микросхемы, а как будто он живой человек. Мы даже скучаем по телефону. Например, когда надо сидеть, не знаю, на совещании или же по работе где-то участвовать, рука так и тянется к этому телефону, взять его. И открывая наш телефон, мы ныряем с вами в какой-то параллельный мир. Мир, который точно не такой, как тот, что нас окружает. Мой телефон — это мой дружочек, которого я могу позвать, он придет, который скрасит мне скучные будни или же скучные часы моей жизни. И мой телефон, он отзывчивый. Вот это прикосновение пальцев, и мы тут же получаем отзывчивость, на нас отзываются. И эта отзывчивость, она тоже нам дает возможность ощущать, что я есть, и в какой-то мере ценность. Также ощущать ценность нам дает возможность обладания этим телефоном. То есть он принадлежит мне, он моя собственность. И я воспринимаю его как, может быть, король воспринимает шута. Например, когда я открываю ТикТок, и там смешные ролики, я их смотрю, хохочу, как будто я пригласила придворного шута, и он меня сейчас развлекает. Или же мой телефон, он помогает мне искать то, что мне надо, он мой помощник. Я делаю там заказы, и он облегчает мне жизнь. И так активно участвуя в моей жизни, он несомненно создает привязанность и зависимость. То есть, видите, я рассуждала до этого о телефоне как о моем слуге. То есть он мне то веселит, то помогает, но в то же время этот слуга, мой раб, он порабощает и меня.
моя зависимость от чего-то делает меня как бы и рабовладельцем, и рабом. И на примере телефона можно рассматривать любые зависимости. В их основе абсолютно те же принципы. Я думаю, вы видели ролики, когда мама у ребенка забирает телефон, и ребенок устраивает истерику, требуя отдать телефон. Это говорит о том, что в психике ребенка сформировалась доминанта. И мы бы тоже устроили истерику человеку, который забрал бы у нас наш телефон. Но, как вы уже знаете, истерика сначала формируется у нас внутри, то есть мы испытываем давление от этой доминанты. То есть впервые взяв в руки телефон, впервые вплетя его в свою жизнь, мы тем самым уже создали доминанту, создали зависимость. И телефон как будто бы вплетается в наши нейронные сети, в наши рефлекторные дуги и становится неотъемлемой частью. Что же такого есть в телефоне? И я бы хотела не осуждение, как я уже говорила раньше, а осмысление того, что происходит в телефоне. Когда мы открываем телефон, особенно в соцсетях, то мы в этот момент ощущаем некоторую власть над теми людьми, которые что-то публикуют. Ведь я принимаю решение лайкнуть мне или дизлайкнуть. Это как в Древнем Риме, когда казнить или же помиловать, убить или же оставить жизнь. И мы все немного цезари, которые ставим лайки или дизлайки. Мы с высоты своего восприятия или же приговариваем этого человека, или же игнорируем, или же одариваем собой. Вот для многих людей ставить лайки – это очень большая проблема. Если посмотреть на количество просмотров и на количество лайков, то можно понять, какой процент людей не жадничает на лайки. А остальные свои лайки они воспринимают как что-то сверхценное. То есть ты должен меня очень сильно развлечь и понравиться для того, чтобы я тебе его отдал, свой лайк. И вот это ощущение всемогущества, величия, оно будет возникать, когда мы, листая соцсети, смотрим на других людей. Мы можем думать все, что угодно об этих людях и о их постах. Мы можем с легкостью обесценить, вынести свое суждение, раскритиковать. И когда человек критикует, он не задумывается над тем, что он может создать хотя бы такое. И вот это ощущение величия, которое дает нам телефон и создает нашу такую зависимость. Когда мы с вами смотрим через телефон в мир, мы с вами можем особенно ярко ощутить, что значит смотреть на мир из субъективности и из объективности. Вот когда мы рассматриваем человека, то нам важно понимать, что в психике человека весь мир находится внутри него. То есть не он находится в миру, а мир находится в его сознании. Как будто я такая большая, что я могу вместить в себя все это, а мир маленький, мир умещается у меня в телефоне. И когда я выхожу из субъективности, то у меня диаметрально противоположно меняется мое мировосприятие. И я становлюсь маленькой, а мир становится большой. И как раз-таки смотрение в телефон создает это ощущение «я большой», а то, что происходит там, маленькое. Это как смотреть блогера в телефоне, допустим, его видео, а потом встретиться с ним вживую. И когда я на него смотрю в телефоне, я как будто больше его, и он вошел в мою жизнь. А когда я с ним встречаюсь лично, то тогда
я буду его воспринимать совсем по-иному. Вот эта разница в восприятии, когда я воспринимаю свои субъективности и восприятие в реальности, оно показывает нам с вами нашу проблему восприятия. Когда мы с вами просыпаемся, многие из вас, я думаю, мы хватаем сразу телефон. Как будто мы властители мира, и мы контролируем мир через телефон. Контролируем событийность через телефон. И у нас есть отношение к этой событийности, мнение по поводу нее. И вот это наше переживание какой-то событийности дает нам ощущение, что мы как будто в ней принимаем участие. И чем человек более застрял на предыдущих уровнях развития, тем труднее ему будет разделить события отдельно от меня, а я отдельно от события. Он, если проэмоционировал на это, он как будто втягивает это во внутренний мир. И оно становится частью его корневой системы. И вот это момент пробуждения, когда мы встречаемся сами с собой, потому что мы встречаемся с реальностью, для нас может быть моментом невыносимости попадания в эту реальность, невыносимости встречи с собой. И тогда телефон становится побегом из реальности. Мы как будто бросаем себя переживающего, определенные чувства, эмоции, и выбираем не смотреть глубоко в себя, а ощущать то, что я есть, через созерцание чужой жизни. Точно так же, когда мы ложимся спать, тоже с телефоном, тоже что-то смотрим, листаем. И тогда вместо саморефлексии, обдумывания того, что произошло со мной за этот день, анализирования, делания выводов, я опять убегаю от себя. То есть мы можем сказать, что когда появился телефон, у нас появилась дверь в Нарнию, в параллельный мир, куда я могу все время открыть дверь и сбежать, если мне здесь не нравится. Как я говорила, мы не осуждаем ни других, ни себя. И этот побег из реальности – это не что-то патологическое. Нам необходимы эти побеги, но ключевым моментом является, сколько раз мы убегаем и как часто мы это делаем. Если человек живет в телефоне, можно точно так же жить в книгах, компьютерных играх или в любой другой зависимости, то этот человек не участвует в своей жизни. То есть он как облако, как фантом парящий, и он не осмысливает себя реального, а обнаруживает себя через реагирование на внешнее. Вот когда мы с вами смотрим что-то в нашем телефоне, смотрим посты, выносим какие-то суждения или ролики о других людях, мы иногда даже и не видим авторов. Мы реагируем на ролик, как будто придворные подготовили мне развлекательную программу или что-то написали. То есть мы редко видим человека, который это пишет, потому что мы уже втянули это в мир имени себя. И мы стираем другого и становимся потребляющими то, что происходит, без отдавания, скажем так, дани уважения или благодарности. И когда я о ком-то сужу, смотря на него через свой телефон, я в этот момент не ассоциирована со своим реальным «я». Я такой Святой Дух, некое облако, которое может найти недостатки, сказать, как надо лучше, атаковать, критиковать, вообще можно полностью обесценить в мыслях или в комментариях.
И в то же время я не отвечаю в этот момент на вопрос, а кто я на самом деле, какая я реальная. То есть, видите, вот это виртуальное смотрение в маленькое окошко на реальность, в маленькое окошко на реальность, она дает нам возможность не отождествлять себя с самим собой, а отождествлять себя с некоторым выдуманным персонажем. И, например, когда какой-то автор что-то пишет, нам это не нравится, допустим, мы не интересуемся, а кто это написал. Мы воспринимаем это как информация для меня. Я с ней согласна или не согласна. Казнить, помиловать. Казнить, помиловать. Итак, наш телефон становится побегом, и чем больше мы проводим там времени, тем больше теряется контакт с самим собой. Я наблюдала как-то в театре, я люблю ходить в театр, и как люди смотрят спектакль, и через некоторое время, они где-то 15-20 минут его смотрят, а потом не начинают смотреть в телефон. Как будто там что-то важное, интересное, и прям жизненно необходимо его открыть. То есть получается, вот эта клиповость, пролистывание быстро ленты, оно у нас создает невозможность углубляться и выдерживать длинные истории. Мы как будто устаем. Наша психика становится с такими худенькими, тоненькими ручками, которые может толкнуть очень легкую штангу. Потому что мы не привыкли длинно мыслить. Некоторые люди так и говорят: снимайте ролики покороче, попроще, посты пишите тоже покороче, попроще, потому что длинные ролики и посты, они сразу показывают невозможность долго следить за мыслью автора. То есть я выявляю свою несостоятельность, и я говорю автору: делай так, чтобы я свою несостоятельность не выявляла. Делай так, чтобы тот контент, который ты делаешь, он был подстроен под меня. Он был тождествен не моим интеллектуальным возможностям. То есть это сидение в телефоне, оно разрушает не только мышление, но и эмоционирование. Мы не выдерживаем, например, спектакль длиною в 1,5 часа. Мы привыкли к быстрой смене картинок, где мне не надо следить за сюжетом, где мне не надо вникать. И тем самым мы регрессируем, потому что мы становимся больше детьми, чем взрослыми. Дети, которые листают книгу и ищут, где там картинки. Смысл для нас слишком сложный. И так как телефон это мне предлагает, мне это кажется нормальным. Мне кажется, это естественным. В телефон мы убегаем не только в театре или даже в кинотеатре, а мы можем убегать туда, когда мы сидим в компании, и нам, например, скучно, неинтересно. Как я говорила, мы не сможем не убегать, но когда мы убегаем, хотя бы успеть задать себе вопрос: а от чего я сейчас бегу? От какой внутренней невыносимости? Когда утром беру телефон, когда вечером, в театре или же в гостях. То есть происходит что-то, что для меня невыносимо. И я вместо того, чтобы углубиться и понять это, сбегаю в телефон. То есть я фактически бросаю себя реального и убегаю в себя персонаж, где нету меня, переживающего это. Когда человек встречается с невыносимостью, ну, например, я в театре сижу, я хочу взять телефон, это то же самое, что уйти. Кстати, уйти. Но когда я встану и уйду, я себя
закрою, разоблачу, что я не могу выдерживать длительные повествования. Или же в гостях, когда мне скучно, неинтересно, я тоже себя разоблачу, когда встану и уйду. А здесь как будто я избежала и не сбежала. То есть формально я не сбежала, но неформально меня уже нет. Именно поэтому нас раздражает, когда мы с кем-то говорим, и человек смотрит что-то в телефоне. Мы понимаем, что его уже с нами нет. Он где-то в другом параллельном миру. И вот это задавание вопроса, от чего я сейчас бегу, оно поможет развивать осознанность и выявлять то, что мы от себя зачастую прячем. Я наблюдала за собой, как я сбегаю в телефон, например, когда я смотрю фильм, и там невыносимое переживание. То есть там какие-то такие эмоции у меня поднимаются, с которыми я не хочу встречаться. И фактически это сбегание в телефон, оно формирует у человека такой муляж. Муляж с неглубокими чувствами, неглубокими мыслями, и муляж не совсем живущий. То есть он как бы живет, дышит, но в то же время он не участвует в этой жизни, а участвует в виртуальной реальности. И воспринимать то, что публикуется за чистую монету, тоже надо учиться. Потому что, знаете, как блогер проснулся в 8 утра, там, помыл голову, накрасился, почистил зубы, позавтракал, и потом опять ложится в постель, и телефон, я только что проснулся. И ты думаешь, боже, вот как он выглядит, когда проснулся, не то что я. То есть, видите, это создает иллюзию какой-то идеальной жизни. Людей вообще мало, которые говорят правдивые, рассказывают правдивые истории про себя. И вот эта тяга к кукольному миру, к идеальности, она создает подтверждение нашему идеальному образу персонажа, что так можно. То есть, видите, у нас полностью с вами нарушается понимание, где выдумка, а где реальность. Как будто то, что в телефоне, то реальность, а то, что в жизни. И вот эта смена быстрой картинок делает вообще скучной эту жизнь. Ну, жизнь не может же нам предоставить быструю смену картинок. И вот эта скука, потому что меня не развлекают быстрой сменой картинок, она создает обесценивание в целом жизни. То есть человек перестает ценить качество жизни, а он такой запущенный шар, который летит, событийность мелькает, он ее не проживает, не участвует в ней эмоционально, но она как будто раздражает его глазные яблоки, создается ощущение насыщенности жизни. Вот многие говорят, что они убегают от пустоты в телефон. Ну, хотела бы точно заявить с уверенностью, что никакой пустоты у нас нет. Пустота у нас возникает тогда, когда мы с чем-то не хотели бы встречаться. То есть там, где стоит тот объект, с которым я не хочу встречаться, возникает ширма, стена. То есть получается в какой-то момент, что человек ни с чем себе не хочет встречаться. И появляется ощущение, вот ты смотришь внутрь, а там пустота, там ничего нету. Когда человек проводит жизнь в телефоне, важно понимать, что ты сейчас на обочине жизни. Я не говорю, что не надо быть в телефоне. Я говорю, что нам надо назвать вещи своими именами. Ты теперь не участвуешь в жизни, а ты на обочине жизни. То есть жизнь идет, а ты немного завалился в такой дрем, в такой наркотический сон, где ты снишь сны. Это происходит как будто во сне, потому что я в этом, я реальное не участвую. И мы за счет телефона создаем вот это ощущение я-естьности, но низкого качества. Это как
теннисной ракеткой подбивать шарик, чтобы он не упал. Вот мы точно так же, как будто телефоном подбиваем наше сознание вверх, чтобы не провалиться внутрь себя. То есть, с одной стороны, что-то происходит, с одной стороны, я что-то переживаю, но эти переживания не про меня, не про мою жизнь. Исследовать себя можно как угодно. Здесь важен контакт со своими чувствами, контакт с своими мыслями и название вещей своими именами. Вот отношения с телефоном могут стать прекрасным способом исследовать себя, познавать себя. Многие люди думают, что познание — это чтение каких-то книг, хождение на семинары. Да, это тоже важно. Но не менее важно включать осознанность. То есть не быть роботом, машиной, которая автоматически делает какие-то действия, и человек как будто их уже не выбирает. Выбираю ли я с утра схватить телефон и смотреть в него? И если задать этот вопрос, то можно услышать «нет, не выбираешь» внутри себя. Это рефлекс, это автоматизм, это действие, которое происходит уже помимо твоей воли. То есть ты как будто уже не принимаешь решений в своей жизни. За тебя их принимают рефлекторные токи. И если сделать осознанным отношение со своим телефоном, то можно многое про себя понять и узнать. Я надеюсь, это видео будет для вас инструментом в познании себя. Хочу напомнить, что 7 и 14 июня состоится школа эмоций. Вот как раз-таки телефон делает наши эмоциями плоскими. Мы можем выдерживать мало эмоциональности. От того, насколько мы можем выдерживать эмоциональное напряжение, зависит наша целеустремленность, сколько мы выдерживаем нагрузку, можем ли мы выдерживать дисциплину, можем ли мы выдерживать себя в конфликтных ситуациях, можем мы вести спокойно, дипломатично разговор даже в проблемных каких-то ситуациях. Все это зависит от нашего эмоционирования, и его мы будем исследовать на школе эмоций. А я вас, как всегда, попрошу в комментариях написать свою историю, мои отношения с телефоном, или же дополнить это видео, может быть, какими-то своими мыслями, напоминая, что будем учиться друг для друга быть учителями. Я тоже почитаю ваши комментарии, и, может быть, мое представление об отношениях к телефону тоже расширится. Я с вами прощаюсь. До встречи.